Зачем режиссер берется за экранизацию литературного произведения? Я думаю, что среди них есть такие, которым важно поделиться со своим зрителем пониманием художественного мира, созданного писателем. Он видит образы персонажей, у него появляются мысли, и он стремится подключить зрителя, читателя к диалогу. Но наверняка есть и такие режиссеры, которые понимают, что экранизацию будут смотреть в основном зрители, которые произведения не читали. Значит, с ними диалога по поводу прочитанного уже не получится. И тогда режиссеру важно заинтересовать своего зрителя, подключить его к этой атмосфере произведения, чтобы он тоже начал сочувствовать, сопереживать происходящим событиям. И тогда, возможно, он возьмет книгу. Но если режиссер снимает экранизацию по произведению зарубежной литературы, да еще действие этого произведения происходит достаточно отдаленное от сегодняшнего зрителя время, что делать тогда? Ни о каком диалоге речи быть не может. Значит, опять на первый план выходит само событие, атмосфера произведения, переживания его героев. Этот зритель наверняка не будет читать литературное произведение, но он может что-то узнать и о стране, и о людях, которые жили достаточно давно. Мы видим, что установки у режиссеров бывают разные, и очень важно смотреть экранизацию, учитывая именно эти законы, отойти от позиции автора-творца и оценивать именно художественный фильм. И сегодня мы с вами поговорим об одном таком фильме, который называется «Онегин». В самом конце XX века, в 1999 году, английский режиссер Марта Файнс сняла художественный фильм «Онегин» по роману Пушкина. Это был совместный проект Великобритании и Соединенных Штатов Америки. Главные роли в нем исполнили брат режиссера Ральф Файнс и актриса Лив Тайлер. Вот как Марта Файнс объясняла, почему она решилась взяться за съемки этого фильма. Оказывается, уговорил ее участвовать в этом проекте брат Ральф, который был потрясен пушкинским романом. Сама же Марта ничего не знала о русской душе и культуре до чтения пушкинского романа. Кроме того, она говорит, что в глубине души всегда считала, что русская культура ей очень близка, и русского в ней гораздо больше, чем английского, потому что, как замечали ее друзья, она все время страдает и переживает, а это ведь так по-русски. После первого просмотра фильма у меня создалось впечатление, что режиссер действительно ничего не понимает в русской культуре и в русской душе. Фильм показался мне сплошным анахронизмом. Посудите сами. Ленский и Ольга поют песню Дунаевского «Ой, цветет калина». В фильме звучит «Коробушка» на стихи Некрасова. Поэт к тому времени, когда происходит действие в романе, даже не родился. А лейтмотивом фильма стал вальс на сопках Маньчжурии, написанный в самом начале XX века. В фильме много не только музыкальных анахронизмов. Вызывает улыбку выбор натуры. Так, вместо скромного деревенского помещичьего дома, в котором жил дядя Онегина, мы видим дворец, место которому явно в столице какого-нибудь европейского государства. Прически, которые носят Татьяна и Ольга, коса вокруг головы, не носили в то время даже уездные барышни. И таких анахронизмов в фильме, повторяю, очень много. Действительно, почему это происходит? Неужели режиссер не соизволила даже внимательно прочитать роман, заглянуть в какие-то исторические источники? Но помните, мы говорили, что зарубежный режиссер
работает на своего зрителя. И давайте попробуем посмотреть на фильм Марты Файнс с этой точки зрения, просто как на художественный фильм, а не на экранизацию пушкинского романа. Что же показывает Марта Файнс? Лица героев, а мы читаем на них отражение их глубоких переживаний и мыслей. И вообще эти немые эпизоды, когда герои не говорят ни слова, самые пронзительные, самые пушкинские в этом фильме, благодаря блестящей работе оператора. Скука живет в глазах Онегина. И вот он в кибитке, и засыпает его душа, охлажденная морозом, занесенная снегом. Огромный, роскошный барский дом, в котором герой кажется крошечным и беззащитным, и опять холод и одиночество. Вы уже знаете, что фабула пушкинского романа скудна и, по сути, на роман не тянет. И в фильме это должно вызвать определенные сложности. Как режиссеру объяснить причины поступков героев, причины отношений к ним, только досочинив какие-то эпизоды. Но ни в одном из этих выдуманных эпизодов Онегин не ведет себя не по-пушкински. Нигде он не хочет казаться лучше, привлечь к себе какое-то особое внимание. И поэтому режиссеры действительно могут объяснить своему зрителю, почему именно так к Онегину относятся герои. Точно так же можно объяснить и додуманные эпизоды ссоры и дуэли. Онегин пытается мирно решить ссору с Ленским, и у него это ничего не выходит. Конечно, он нарушает дуэльный кодекс, и об этом в романе нет ни слова. Его рыдания над телом друга могут даже показаться смешными. Но как еще режиссеру убедить зрителей, что душа героя жива, что он искренне переживает, он искренне потрясен гибелью друга? И, наверное, не случайно сам эпизод дуэли режиссеры переносят из зимы в осень. Герои стреляются на пирсе, который заливает холодная вода. Туман клубится под их ногами, и это отражает смятение их душ. И где-то вдалеке мы видим мельничное колесо, которое скрипит и вертится, как колесо судьбы. Лив Тайлер исполняет роль Татьяны практически без слов. Она создает образ, основанный на контрасте нежности, мечты, томлений, первых предчувствий, непосредственной бурной реакции на смерть и попыток сдерживать страсти, целомудрия, внутренней самостоятельности и ума. Конечно, фильм «Онегин» нельзя смотреть как энциклопедию русской жизни, потому что авторов интересует история любви, которая когда-то так потрясла Ральфа Файнса. Все остальное в фильме лишь фон, на котором и развиваются отношения героев, и раскрываются образы единственных и главных героев этого фильма. Действительность, причины, по которым герои стали такими или иными, авторов не интересуют. Действие может происходить в любое время, в любом месте. Возможно, этим и объясняется, что авторы впускают в свой фильм многочисленные анахронизмы. Однако роман Пушкина в стихах оказывается непереложим на язык кинематографа. Диалоги, которые вынуждены сочинять авторы в прозе, кажутся удивительно пошлыми и безжизненными. И мы понимаем, что значит роман в стихах. Только стихи способны поднять обычную банальную историю на высоту поэзии. Трудности перевода. С трудностями перевода столкнулась не только Марта Файнс. Об этом говорят и многочисленные литературные переводчики Пушкина. Но сегодня в Соединенных Штатах Америки живет человек, влюбленный в русский язык, в русскую литературу и в Пушкина. Он прекрасно говорит на русском языке, он тонко чувствует и знает русскую культуру. И хочет, чтобы на Западе Россию знали не как страну пушек, а как страну Пушкина. Этого человека зовут Джулиан Лоуэнфельд. Он поэт и переводчик. Он уже написал биографию Пушкина на английском языке, перевел его лирику и закончил перевод большей части Евгения Онегина, хотя работу свою продолжает. У нас в России вышла книга, в которой на одной странице помещены произведения Пушкина, а на другой – его переводы. Запомните это имя – Джулиан Лоуэнфельд.
I foresee all. You'll take offense at secret sorrow's revelation. What scorn, what bitter condemnation are in your look, so proud and tense. What do I want? And for what reason do I perforce my soul to you? What gaiety and gloating teasing from my appeal perhaps ensue?